Я очень долго думал, выпускать этот ролик или нет, но в комментариях очень много людей просили сделать это видео. Итак, Россия. Могу с уверенностью сказать, что эта страна для многих за границей звучит очень грозно, а для некоторых даже пугающе. Да, нас любят и боятся одинаково, и этим в какой-то степени можно гордиться, но когда я создавал это видео, я наткнулся на статистические данные о том, сколько людей за год уезжает из России, и цифры меня просто шокировали. И потом я вспомнил, что и сам не живу в России уже почти год. Так в чем же дело? Что все так плохо? Приветствую всех на моем канале, меня зовут Максим, и я отобрал 5 обоснованных причин, почему стоит свалить из России. И перед тем, как мы начнем, подписывайся на канал и дергай за колокольчик. Погнали! В начале 2000-х годов трудно было найти человека, который бы не верил в светлое будущее и правильное направление развития страны. Действительно, экономика росла, благополучие граждан тоже, наступила долгожданная стабильность, которой так не хватало в 90-е годы. Удивительным образом это совпало с ростом цен на мировом рынке энергоносителей. На самом деле совпадений нет, это событие напрямую влияло на рост доходов государства, соответственно и на улучшение жизни граждан. Факт номер 1. Бессменность политической власти. В самом начале царствования Путина власть вела себя скромно, шевелили мозгами насчет бюджетов, действовали не только в своих интересах, но и в интересах граждан. Были признаки абсолютно нормального, адекватного государства, когда правители являются слугами народа, а не наоборот. Но, к сожалению, годы нефтяного фурора были использованы не в полной мере, и если в начале все выглядело обнадеживающе, ликвидировали долги зарплат, увеличили социальные выплаты, то потом стало все очевиднее, что затыкание дыр деньгами стало единственным методом управления. Не было достаточных инвестиций в развитие, в укрепление экономики страны. Болезнь не излечили, а лишь приглушили симптомы. И выглядело это логично. Вначале необходимо решить проблемы внутри страны, а лишь потом, при наличии средств, думать о расширении влияния. В приоритете было налаживание контактов, заключение договоров, привлечение инвестиций, что всячески можно одобрить и поддерживать. Ведь в конечном итоге все это положительно сказывается на обычных гражданах. Но затем что-то пошло не так. По всей видимости, власть начала расслабляться. Отсутствие конкуренции, стабильность положения, доступ к безграничным возможностям – все это не может не сказаться на человеке. А ведь у руля стоят люди. С этим фактом сложно поспорить. И в какой-то момент ориентация сменилась с служения народу на удержание власти. Отсюда вытекает вторая, довольно серьезная проблема. Факт номер 2. Агрессивная внешняя политика. Абсолютная безнаказанность и несменность власти открыла дорогу для воплощения личных амбиций и пожеланий. В чем могут заключаться амбиции бывшего КГБшника и убежденного империалиста? Правильно, в желании поиграть в империю, войти в историю. И цена уже значения не имеет. Современная пропаганда дошла до такого уровня, что можно заставить верить во что угодно. Хоть в полезные свойства отсутствия материальных благ во имя громких побед. А уж поверить в такую благородную идею, как поднятие с колен, это крайне элементарно для профессиональных манипуляторов сознания. И что мы имеем в итоге? Испорченные отношения с большинством цивилизованных стран, очевидное снижение уровня жизни, упадок в сфере науки и образования. Больные лежат в коридорах в отсутствии свободных мест, из деревень бегут, кто может бежать. В условиях слабой экономической мощи, как воздух, необходимо сотрудничество с развитыми странами, интеграция в мировую экономику. Давайте с Китаем придумаем свою собственную денежную валюту и будем независимыми. Серьезно? Весь мир пользуется долларами, потому что кредит доверия любой страны или крупных транснациональных корпораций высокий именно к этой валюте. Никто в здравом уме не будет делать ставку на отчаянную попытку придумать что-то свое. Да, тот же Китай может позволить себе громко лаять на политической сцене, но даже они сидят скромно, развиваются и на данный момент уже могут конкурировать по влиянию с США. Но им пока это не надо. Значит, для них не пришло время, чтобы заявить о себе в полный голос. А у нас, похоже, Брюс Уиллис у власти. Он легко спасает мир по выходным, и ему океан по щиколотку. Другого объяснения я не могу подобрать.
Факт номер 3. Коррумпированность как спрут. Посчитать реальный ущерб от коррупции в России не первый год пытаются лучшие умы страны. Сенсационную цифру озвучил один из депутатов Государственной Думы Геннадий Гудков. 10 триллионов в год. Нет, вы не ослышались. Это 10 тысяч миллиардов или 10 миллионов миллионов. Короче, это много. К слову, бюджет нашей страны на 2018 год составил 15,5 триллионов. И этот айсберг рано или поздно потопит огромный Титаник, в который превращается наша великая держава. Сколько ни разворовывай, все равно жива. Конечно, коррупционные доходы размазываются. Например, на пару миллионов чиновников, силовиков, прокуроров, следователей и прочих бенефициаров режима. Их число намного больше, просто я считаю, что не все из них воруют. Но ведь такое ограбление страны длится уже много лет. Представляете, сколько денег не дошло до экономики и осели в карманах ворующих начальников. Семьи правителей и их друзей всегда будут в безопасности. Сытая жизнь и роскошные условия – неотъемлемая часть их существования. Так было в любые времена, даже смутные, даже когда остальное население голодало. Для них трудности только на бумаге и в отчетах. Политика как инструмент удовлетворения своих желаний и создания себе райских условий, а люди как пешки, которые обеспечивают им поддержку. С щемящей болью в сердце смотришь, как сограждане отдают бюллетени в поддержку пути в пропасть. Но давайте помечтаем и представим, если бы большая часть этих средств, даже будучи украденными, при наличии в Российской Федерации регулярно сменяемой власти, адекватной политической системы, независимого суда и нормальных условий ведения бизнеса, это все могло бы превратить Россию в новые Эмираты. Факт номер 4. Отсутствие перспектив для молодежи. Каждый второй выпускник российских вузов хочет покинуть родину. Или как минимум задумывался об этом. Молодежи не хватает политических и экономических свобод. Количество высококвалифицированных специалистов, покинувших страну, с каждым годом увеличивается на порядок. В прошлом году составило 44 тысячи человек. И это заставляет серьезно задуматься. Ведь дефицит специалистов в стране приведет к высокотехнологичному торможению во всех сферах. По многочисленным опросам примечательно, что для молодых россиян дело не только в размере зарплаты, а в большей степени в недостатке возможностей для самореализации в родной стране. В настоящее время за пределами России проживает около 2,7 миллионов россиян. Каждый год их число увеличивается примерно на 100 тысяч человек. Четверть из них покинули родину по политическим причинам, а остальные просто не видят экономического и личного будущего в России. Факт номер 5. Безопасность. Я думал над пятым пунктом дольше, чем над остальными, но все же безопасность — это как раз таки один из самых главных критерий современного государства. И, к большому сожалению, наша страна не может похвастаться хорошими показателями безопасности. Россия уже долгое время удерживает место одного из лидеров по уровню смертности в ДТП, наряду с США, Грузией, Арменией и Украиной. И такой термин, как безопасность, далеко не ограничивается какими-то внешними факторами. А чаще всего в нашей стране человеку опасность представляет сам человек. Наш менталитет и бурный нрав очень часто ставят нам палки в колеса. Это обуславливается неуважением к другим людям, это нетерпимость, порой граничащая с фашизмом. Это грубость и многое другое. Я не могу это объяснить, почему мы такие. Так уж исторически сложилось. В каждом народе есть положительные качества и отрицательные. Но я уверен, что каждому, кто посмотрел этот ролик, надо задуматься. Напиши в комментариях под этим видео, что больше всего тебя бесит в России. И может быть найдутся смельчаки, которые напишут под видео, что бы они поменяли в стране, если бы стали президентом. Я обязательно прочту все комментарии, и самые лучшие я озвучу в следующем ролике. Друзья, все как обычно. Подписываемся и ставим лайки. Если наберется достаточное количество лайков, я сделаю еще одно видео про Россию. Спасибо за просмотр, до скорого!